Недавно один мой знакомый дал мне поизучать синтезатор Moog Mother 32. Конечно, мои первые впечатления были очень яркими и сразу захотелось купить такой же. Но спустя какое-то время мне пришла идея попробовать его сравнить по звучанию с Model D на AES. Это необычное видео, не свойственное для моего канала, в котором я хочу сделать обзор сравнения двух синтезаторов компании Moog, одного из моих любимых синтезаторов Model D на AES и его старшего аналогового собрата Mother 32. В этом видео я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что какой-то из этих синтезаторов лучше. Просто мне крайне любопытно, смогла ли компания Moog воссоздать в своем виртуальном синтезаторе тот самый жирный звук осцилляторов и фильтров, который мы так все любим. Вы на канале Flowform, меня зовут Саша Saintrider, начнем обзор. Сравнение синтезаторов я буду производить через Ableton Live. Зеленым цветом на анализаторе спектра отображен Mother 32, а розовым это Model D. Ну и сразу обратите внимание, что высокие частоты на Model D чуть более ярко выражены. Поэтому для более корректного сравнения я накрутил вот такой эквалайзер в Ableton, чуть прибрал высокие, а также низкие частоты на Model D, и теперь оба спектра стали практически идентичны. То есть уже можно сказать, что высоких частот у Mother 32 чуть меньше, чем у Model D. Ну а в остальном спектры практически одинаковые. Далее давайте сравним квадратную волноформу. Ну а теперь самое интересное. Давайте послушаем и сравним, как ведут себя фильтры. Компания Moog славится своим легендарным лестничным фильтром, поэтому очень интересно сравнить, как они смогли его воссоздать в своей виртуальной версии. Как видим и слышим, поведение практически идентичное. Теперь сравним по очереди. Сравним теперь, как звучит резонанс. Ну и напоследок давайте посмотрим и сравним, как выглядит волноформа через осциллоскоп. Желтым цветом это Mother 32, зеленым это Model D. Чуть-чуть небольшое различие есть, но в целом, как вы могли заметить, визуально практически идентичны. Возможно, вы так же, как и я, сделаете для себя какие-то выводы. В первую очередь, это касается извечного спора, хуже или лучше цифра по отношению к аналогу. Ну а также стоит или не стоит покупать аналоговый синтезатор, если вы активно пишете музыку при помощи виртуальных синтезаторов. Я надеюсь, это видео было интересным и полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, пишите комментарии. Всем спасибо за внимание, с вами был Саша Saintrider, до новых видео.